Она стояла на рынке и долго выбирала яблоки. Простая женщина, без халата и дипломов, но в ее движениях было спокойствие человека, который знает цену еде. Тогда я впервые задумался, почему одни продукты дают силы, а другие только заполняют тарелку. Сегодня я расскажу не историю лечения и не сказку о чуде. Я расскажу, как нужно питаться, если хочешь сохранить ясную голову, крепкое тело и годы, которые не забирает усталость. Первый продукт – гречка. Ее недооценивают, а зря. Это не просто каша, а основа выносливости. Варить ее нужно без сахара, лучше на воде, а есть утром или днем, чтобы тело использовало энергию, а не откладывало ее. Второй продукт – чеснок. Народ знал о нем раньше лабораторий. Его не нужно есть килограммами, достаточно одного зубчика в день, раздавленного и оставленного на 10 минут. Так он становится сильнее для сосудов и иммунитета. Третий продукт – квашеная капуста. Не салат из магазина, а настоящая, живая. Она работает тихо, улучшает пищеварение, снижает воспаление и помогает усваивать другие продукты. Четвертый продукт – яйца. Простые куриные яйца – это строительный материал. Вареные всмятку или пашот – лучший вариант. Их боятся зря, если им не жарить на масле до корки. Пятый продукт – рыба. Не обязательно дорогая. Сельдь, скумбрия, сардина – те самые бедные рыбы, которые питают сердце и мозг. Запекать, тушить или солить умеренно – вот правильный путь. Шестой продукт – мед. Но не как десерт, а как лекарство от истощения. Чайная ложка утром натощак с теплой водой, и организм просыпается мягко, без удара по поджелудочной. Седьмой продукт – орехи. Горсть в день, не больше. Они не для насыщения, а для питания нервной системы. Их едят медленно, а не как семечки перед экраном. Но есть один секрет, о котором редко говорят. Продукты работают только вместе с режимом. Даже самая полезная еда не спасет, если есть ее ночью и на бегу. Я видел мужчин, которые ели правильно, но не вовремя. И видел женщин, которые питались просто, но с уважением к телу. Побеждали вторые. Народная мудрость проста. Не переедай, не спеши и не смешивай все подряд. Лучше меньше, но регулярно. Лучше проще, но стабильно. Рецепт на каждый день прост. Утро – гречка или яйцо. Днем – рыба или овощи. Вечером – легкая еда и квашеная. И так без фанатизма, но постоянно. Чеснок и мед не курсами, а привычкой. Орехи не жменями, а мерой. Это не диета, а возвращение к здравому смыслу. Самое интересное начинается через несколько недель. Тело перестает просить лишнее, уходит тяжесть, сон становится глубже. И это не магия, это биология. Важно понимать, еда – это не лечение, а фундамент. На слабом фундаменте не стоит здоровье, сколько бы таблеток ни было на полке. Мне часто задают вопрос, а можно ли иногда вредное? Можно, но пусть вредное будет редким гостем, а не хозяином дома. Если ты досмотрел до этого момента, значит тебе важно не просто поесть, а жить дольше и яснее. И это уже правильное начало. Эти 7 продуктов известны столетиями. Их не рекламируют громко, потому что они не приносят быстрых денег. Зато они приносят годы. Спасибо тебе за просмотр этого видео до конца. Если информация была полезной, поставь лайк, напиши в комментариях, какой продукт есть у тебя каждый день, и подпишись на канал, чтобы не пропускать простые и честные знания о здоровье.